Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях очень быстро омолодить и освежить дряблую увядающую кожу. Сегодняшняя маска с очень интенсивным очищающим, увлажняющим эффектом подходит для всех типов кожи. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. Для достижения наилучшего эффекта также эту маску можно сделать и курсом. Также для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску за час до сна. Маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Маска убирает глубокие морщины, предотвращает появление преждевременных морщин. Также маска очень хорошо увлажняет кожу, борется с обезвоженностью. Маска подходит для всех типов кожи. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Нам понадобятся простые, доступные ингредиенты. Для сегодняшней маски возьмите крахмал. Крахмал можно использовать кукурузный, также подойдет и картофельный крахмал. Можно использовать уже готовый сухой крахмал. Также вы можете самостоятельно приготовить крахмал в домашних условиях. Возьмите сырой картофель, натрите на мелкой терке и используйте для этой маски. Нужно взять 1 чайную ложку крахмала. Я использую для сегодняшнего приготовления маски кукурузный крахмал. На мой взгляд, он более мягкий, интенсивнее взаимодействует с другими компонентами и очень мягкое подтягивающее воздействие оказывает. Следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится кокосовое масло. Кокосовое масло также можно использовать пищевое, подойдет также и кокосовое масло косметическое. Если у вас нет кокосового масла, то для сегодняшней маски хорошо подойдет гусиный жир, также хорошо подойдет рыбий жир. Можно использовать пищевое кокосовое масло, предварительно подогрейте его до полужидкого состояния, так, чтобы он хорошо разминался, чтобы он был слегка мягким, чтобы можно было его хорошо вбить в крахмал. Затем тщательно смешайте эти ингредиенты. В момент приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно взбивайте ингредиенты. Крахмал хорошо взаимодействует с кокосовым маслом. Также крахмал очень хорошо взаимодействует и с другими косметическими маслами. Главное в процессе приготовления маски не торопиться и тщательно взбивать эти ингредиенты, так, чтобы не было комочков. На этом этапе у вас должна получиться однородная плотная масса. Обязательно соблюдайте порядок приготовления всех компонентов. Если в одну емкость вы добавите все заявленные ингредиенты и начнете их смешивать, то велика вероятность, что маска у вас не получится. Следующий компонент для сегодняшней маски нам понадобится косметическое масло. Можно использовать масло розы, которое, я надеюсь, вы вместе со мной также в домашних условиях приготовили. Также подойдет для сегодняшней маски косметическое масло миндальное, виноградных косточек, зародышей пшеницы, масло шиповника. Если под рукой нет косметического масла, вы можете добавить в эту маску оливковое или подсолнечное масло. Нужно взять 10 капель масляного компонента. И также тщательно взбейте все ингредиенты. В процессе смешивания наблюдайте за тем, как маска хорошо взбивается. Взбивайте все компоненты так, чтобы не было комочков и получилась однородная консистенция, приятная к нанесению. Следующий компонент для этой маски нам понадобится глицерин. Глицерин – это маслянистая прозрачная бесцветная жидкость со слегка сладковатым вкусом, не имеющая запаха. Глицерин – это наилучший увлажняющий компонент, который стоит недорого, продается в аптеке. И использовать глицерин для домашних масок – это очень эффективный способ борьбы с обезвоженностью кожи. Идеально подходит глицерин для приготовления различных масок и для добавления в кремы. Единственное условие – не наносите глицерин на кожу в чистом виде. Нужно взять 10 капель глицерина. Глицерин очень хорошо взаимодействует также с предыдущими компонентами. Также тщательно взбейте его. И в
последнюю очередь добавьте в эту маску мыльный ингредиент. Это может быть пенка для умывания. Я использую для приготовления домашних масок пенку алоэ вера. Вы также можете использовать для приготовления домашних масок пенку для бритья. Также хорошо подойдет жидкое мыло. Если у вас нет этих ингредиентов, вы можете взять обычное мыло, лучше всего взять мыло глицериновое, оливковое, либо детское мыло. Натрите его на мелкой терке, залейте сверху теплой водой, подержите на водяной бане, постоянно помешивая так, чтобы получилась однородная консистенция. И используйте мыльный ингредиент для домашних масок. Также нужно взять 1 чайную ложку мыльного состава. Этот компонент можно взять с горкой. Добавьте в маску и также тщательно взбейте все ингредиенты. Все компоненты очень хорошо между собой взаимодействуют. Сегодняшняя маска имеет очень приятную консистенцию. Наносите все домашние маски на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Все очищающие процедуры сделайте во второй половине дня, примерно за час до сна. Размягчите 3 или 4 таблетки обычного аспирина. Это ацетилсалициловая кислота 0,25 мг. Разведите кипяченой водой, так, чтобы получилась плотная кашица. Нанесите на влажную кожу, затем сделайте скатку. Сам процесс скатки не должен превышать более 5 минут. Также по кожным массажным линиям сделайте скрабирующий массаж, затем оставьте на 5 минут и смойте водой комнатной температуры, промокните махровым полотенцем и приступите к нанесению этой маски. И приступите к нанесению питательно увлажняющей маски. Наносите эту маску по кожным массажным линиям. Также эту маску можно нанести на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите маску на кожу вокруг глаз. Остатки маски также можно нанести и на кожу рук. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите маску влажным теплым махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.